Собственно говоря, наверное, надо начать с того, что я первый год живу на море. Потому что, да, было сказано еще весной переехать. Ну, переехать не только потому, что тут на солнце греться или еще какие-то вещи, в соответствии с разными причинами, в том числе с трансформациями, которые будут происходить со мной, людей, которые окружают меня, ну и так далее. И переехала я на море и живу первый год, и купаюсь я в море ежедневно. Ну, то есть сейчас декабрь, у нас 7 декабря, я купаюсь, дальше продолжаю купаться. Девочки, которые приехали со мной, они тоже постепенно закаляются. То есть они по возможности практически ежедневно ходят купаться. Естественно, может быть, купаются они не так долго, но смысл того, что когда ты закаляешься, важно какое-то постоянство, да, и даже если это какой-то короткий период, промежуток времени по контакту с водой, то это все равно дает результаты. Так вот, то, что я хотела обсудить, это то, что действительно происходило, потому что для кого-то то, что происходит со мной, является чудесами, как мы говорили, да, для кого-то является палатой номер 6. И, так как, в принципе, я жила по жизни и могу сказать такую вещь, что мне все равно на мнение людей, в том числе и своих близких, то меня это мало колышет. Ну, то есть меня не выбивают из строя те вещи, когда, кто-то что-то скажет, да, ну, то есть на меня это просто не влияет. И, это может влиять на тех людей, которые так или иначе слушают меня, что-то пытаются делать и так далее. А дело в том, что если вы будете слушать, что вам говорят люди, вы, вот тут сообщение было удалено, вы попадете в шторм, и у вас возможность будет утонуть. Да, если вы не слушаете мнение других людей, то вы, в принципе, плывете в этом море своими темпами на каком-то интуитивном, может быть, течении и так далее. Про шторм, конечно же, в шторм, когда там волны по 3 метра, я не плаваю. Ну, то есть у меня, здесь, я считаю, достаточно адекватная операционная система, да. Но в целом, когда более-менее волны, то есть я даже, собственно говоря, вот сейчас, да, месяц мы жили в Алуште, сейчас приехали обратно в Сочи. И, был день, когда мы пришли на пляж, и там достаточно неспокойное море было. Ну, то есть, если говорить про буны, то они просто накрывались водой. Ну, то есть это достаточно неспокойное море, считалось шторм. И, я не одна такая, которая плавает. Ну, плавает как, еще вопрос задаться, да? То есть там сейчас у нас сформирована на пляжике некая такая тусовка людей, которые, считаются, наверное, моржами. Ну, то есть приходят на свои заплывы. То есть есть весь остальной пляж, который играет роль зевак, это нормально, да? А еще мне нравится реакция, когда подходит и спрашивают, как водичка? Это вызывает, следующую реакцию, я считаю, адекватную, что хочется каждый раз задать вопрос, а вы с какой целью спрашиваете? Потому что понятно, если бы человек спросил, потому что сам хочет туда зайти, да, а если просто так, то это это странная реакция, да, и вот эта толпа зевак, понятно, что это большинство, они всегда были, есть и будут. Более того, умилительная привычка, которая вошла в жизнь людей, но не является разрядом тактичности. Это съемки. То есть люди в 21 веке, они же привыкли, собственно говоря, снимать все. Закат, птичек на воде, волны. И под эти разряды попадает плывущий человек. То есть плывущий человек, еще и приблизить экран и так далее. То есть такая реакция всегда есть. То есть это отсутствие тактичности, то есть границы стерты этого люди не видят. По сути, когда речь касается каких-то съемок других людей, согласитесь, что было бы неплохо, наверное, спрашивать разрешение.
Но по сути как бы и это все равно. То есть если люди из себя делают мартышек, Бога ради, ну, это просто определяет их вектор развития. Ну, задумываются они или нет. Потому что на самом деле, когда вы своих деток одеваете в шапочки с ушками, вы тоже им, ну, как бы, прокладываете вектор развития их души. И, соответственно, как шапочки с ушками, так и, собственно говоря, ведете вы с этим ребенком себя соответственно. То есть воспитывая, грубо говоря, ребенка на стадии развития животного. И, ну, как бы, может быть, кому-то не понравится, что я сказала. Если вы дадите время себе осмыслить то, что я говорю, где-то вы увидите, что так оно и есть. Ну так вот, вернемся к заплывам. То есть как-то я пришла, когда был шторм, да, потому что буны затапливало. И там был пожилой человек, который, ну, раздетый сидит, да, хоть там погода 13 градусов в Сочи, да, в Сочи теплее, чем в Алуште. Ну, раз раздетый, значит, не просто так раздетый, да, я спросила, я говорю, как вы заходили в эту воду, ну, то есть, можно ли выйти из нее, то есть, зайти-то ладно, выйти из нее можно, но, то есть, когда вот эти волны плещут, они же могут с камнями утащить и все, потому что, поэтому я и говорю, что вот здесь, вот с операционной системой у меня все в порядке. И он сказал, да, можно вот заходить и вот там, все нормально. И все, то есть, волны достаточно действительно высокие, плескались. Но зайти-то в любой момент можно выйти. Ну и вышло тоже, соответственно, хорошо. Меня отличает от других, но в том числе и тех, кто плавает, то, что я плаваю долго. Ну, то есть по меркам температуры 14 градусов, наверное, полчаса пребывания в воде – это долго. Потому что в основном люди приходят для того, чтобы окунаться, ну, максимум 5 минут вот в воде побывав. Я, конечно же, плаваю далеко, ну, то есть далеко. Еще позволяю себе лежать на воде, причем, ну, как бы не секунду. И это, конечно же, вызывает, ну, интерес со стороны людей. Вот буквально вчера хотели у меня чуть ли не интервью взять. Ну, это, конечно, условно. Просто человек, ну, как бы очень хотел объяснить повод своего обращения ко мне, да. Забавный персонаж в костюме Деда Мороза в Сочи в 15 градусов тепла, который тоже пришел на берег моря, чтобы поплавать. Он говорит, как вы? Я вот тут вот захожу и выхожу. Я говорю, какие, говорит, секреты? Ну, честно говоря, когда вот делаешь одно и то же каждый день, ну, причем не только же это, да, ну, не задумываешься о том, какие же тут секреты-то могут быть. Вот, и я, подумав, сказала, ну, все-таки 10 лет я закаливалась, да, то есть на море-то я живу, допустим, первый год, но закаливалась-то я до этого 10 лет, то есть 10 лет это ежедневное обливание холодной водой, насколько можно, чтобы она протекла, неважно, есть прорубь или нет, но вот ежедневное, да, ежедневные действия. Потом, правда, когда в прошлом году я стала жить по режиму каскаду, то как бы ушел этот режим обливания, то есть в принципе пришло такое, чтобы и мыться не каждый день, потому что тело само стало очиститься и так далее. И как бы я ему говорю, ну 10 лет закалки, он говорит, ну у меня тоже 10 лет. Какие, говорит, секреты? Я задумалась и думала, а какие же, правда, секреты? Я говорю, ну, наверное, постоянство. Да, наверное, один из главных секретов всего, любых результатов, будь то в спорте, будь то в духовном развитии, это просто постоянство. Но еще нужно понимать, в какую сторону ты это постоянство проявляешь. Или ты упираешься рогами в бетонную стену, это одно постоянство, или, ну, то есть тихо, медленно идешь в том направлении, которое дает тебе результат. Потом, спустя время, да, уже как бы попрощались мы с этим человеком, я себе сделала в мозгу следующую раскладку, что на самом деле не только постоянство, не только закалка дает сегодня мне такой результат. На самом деле действительно дает такой результат по сравнению с другими теми, которые там плавают, ну, примерно. Это то, что я и мясо не ем, да, и не ем достаточно длительно, 18 лет. С одной стороны, казалось бы, что тоже мясо, оно согревает,
Но когда ты длительно его не ешь, понимаешь, что, это тоже некое заблуждение, наверное, людей, что когда ты ешь мясо, ты типа как бы согреваешься. Но нужно пройти через какие-то свои трансформации тела. Во-вторых, что нужно, опять же, отметить, вот мы с вами беседуем в этой комнате, о чем я не могла говорить этому мужчине, потому что как-то, знаете, человек задал вопрос не для того, чтобы я ему тут всю выкладку сделала сразу, да. То есть как людям сказать, что, ну ладно, скажешь, ты не ешь мясо, но еще скажи, что ты не каждый день ешь, в принципе, да. То есть что это вызовет? И, дальнейшие разговоры, дальнейшие поводы, как-то объясняться. Так вот, то есть я хожу, в любом случае, ем я или не ем, купаться на пустой желудок и пустые кишки. Вот это мое ежедневное заплытие, оно сопровождается пустым желудком и пустым кишечником. Были моменты, когда, даже вот смузи какой-то выпьешь ты, да, идешь вот на это море, разница ощутима, вот в этих длительных заплывах. Действительно, вы не представляете, какое состояние, когда ты плывешь в море, вот как бы сродняешься с этой стихией, когда у тебя пустой желудок и пустые кишки. Ты просто реально растворяешься, это совершенно другое чувствование тела. Вот как-то так, да, то есть кроме постоянства оно важно везде. Постоянство — это очень хороший принцип тех же спортсменов, да, а спортсмены в каком-то направлении куют себя как личность. Так вот, постоянство, оно хорошо в формировании любой полезной привычки, чтобы она стала привычкой, а потом условным рефлексом. И в принципе, да, то есть то, что касается духовного развития, есть вещи, которые мы что-то осознаем, принимаем, но есть вещи, которые мы делаем с собой сами, с тем же телом, потому что если вы будете сидеть, только Библию читать, рассуждать про вознесение, но при этом будете есть мясо, не будете поститься, не будете ничего делать со своим телом, то глупо предполагать и рассуждать, что когда-то это тело вознесется. Я не хочу сказать, что то, что делаю я, гарант вознесения тела, то есть той терминологии, которая вызывает споры и ярлыки палата номер 6. То есть, в принципе, я не готова об этом сейчас так открыто и подробно рассуждать. Но еще раз повторюсь, здесь в операционной системе все в порядке. Пройдя тот путь, который я прошла со своим телом, каскад, не каскад, еда, не еда, то есть вот закаливание, плавание. Кстати, в курсе ли вы, что сейчас мое мытье — это только плавание в море? Соответственно, это всегда с головой. То есть, состояние... Иногда я себе позволяю просто голову помыть под душем с настоем какой-то травы. Иногда. Но это делается сейчас очень редко, то есть в какой-то момент я просто прошла через то, что волосы кажутся очень жирные, потом они вроде и не такие жирные, то есть если их не трогать, наверное, как в животном мире, да, потому что кошечки, собачки, кроме того, что вылизывают себя, они как-то не моются под душем, да, вот этих вот всех манипуляций не производят. То есть также, когда вот эти вещи меньше практикуешь, то есть оно тебя не трогает, и ты его, понимаю, что через какой-то момент вот эта вот сальность кожных покровов, она меняется. То есть незримо проходят какие-то вещи, которые не описаны в учебниках, да, и являются палатой номер 6. Если об этом сказать, например, тому же мужчине, что я не моюсь, я прихожу мыться только в море, да, что я буду плавать тут вот до целого лета и так далее и тому подобное, что я 18 лет не ем мясо, что я вообще ем не каждый день и вообще плаваю натощак. То есть это вызовет много ненужных вопросов, потому что лекции читать каждому встречному поперечному тоже мне не хочется.